Общество с ограниченной ответственностью Домодедовский опытный машиностроительный завод – это современное предприятие, обладающее большими производственными площадями, собственной аккредитованной лабораторией неразрушающего контроля, хорошо оборудованным складским комплексом. Компания осуществляет проектирование и производство технологического и блочно-модульного оборудования, изготовление модульных зданий и конструкций, применяемые в нефтегазовой отрасли. Главной гордостью завода являются его сотрудники, поэтому один из главных приоритетов становится обеспечение на заводе безопасных условий труда. Опасные факторы на производстве. Система допуска. Домодедовский опытный машиностроительный завод находится в городе Домодедово в 20 километрах от Москвы по адресу улица Кирова, строение 27. Площадь, которую занимает завод, имеет ограждение. Въезд, а также выезд транспортных средств осуществляется на территорию завода по пропускам через пункт проезда автотранспорта. При движении по территории завода водители обязаны соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Проход пешеходов через пункт проезда автотранспорта категорически запрещен и осуществляется по пропускам через отдельный вход, оборудованный турникетом. На территории завода находятся потенциально опасные производственные объекты, характеризующиеся пожаро- и взрывоопасностью. Поэтому для прохода в помещении сотрудники и гости должны руководствоваться соответствующими знаками. На территории производства необходимо избегать длительного пребывания в зоне повышенного теплового излучения, а при необходимости соблюдать питьевой режим. Пить техническую воду на территории завода запрещено. Для этого существует специально очищенная вода. Завод поддерживает отказ от курения. На территории завода курить категорически запрещено. Для этого существует отдельно выделенное и оборудованное безопасное место. На заводе соблюдены все меры пожарной безопасности. В административных и производственных помещениях имеются планы эвакуации и первичные средства пожаротушения. В случае пожара или аварии руководствуйтесь вывешенными планами эвакуации, которые размещены во всех зданиях и помещениях завода. Сориентируйтесь по плану и спокойно выйдите из здания через ближайший выход. Мобильная техника. Производство Домодедовского опытного машиностроительного завода оснащено транспортными средствами, погрузчиками и подъемными сооружениями. Стоять на пути, ходить по траектории движения транспортных средств и мобильной техники запрещено. Запрещено проходить в проеме ворот при выезде и въезде из них транспортных средств и мобильной техники. Категорически запрещено находиться непосредственно под перемещаемым грузом. Опасные механизмы. Машины, станки, движущиеся и вращающиеся механизмы при неправильном использовании могут стать причиной травмы. Поэтому оставлять оборудование без присмотра категорически запрещено. Запрещено наступать на сварочные и оборванные провода. Запрещено прикасаться к движущим элементам механизмов и машин, к неизолированным металлическим частям электрооборудования. Запрещено принимать пищу в производственных помещениях и на рабочих местах. Использовать для отдыха только специальные, отведенные для этого перерывы и места. При выполнении ручных операций остерегайтесь захвата частей одежды и волос. Осуществляйте настройку, чистку и ремонт оборудования только при полной его остановке. Запуская станки и оборудование, убедитесь, что нет людей в зоне его действия.
Помните, что к работе с оборудованием, станками и механизмами допускается только специально обученный, проинструктированный персонал, имеющий соответствующее удостоверение. Средства индивидуальной защиты. В целях снижения опасных и вредных производственных факторов каждому работнику Домодедовского опытного машиностроительного завода выдаются специальная одежда и специальная обувь, а также средства индивидуальной защиты. Специальная одежда для защиты от производственного и химического загрязнения. Специальная обувь с металлическим подноском для защиты риска травмирования стопы. Каска для защиты головы от механических повреждений. Беруши и шумопоглощающие наушники для защиты органов слуха в помещениях с повышенным уровнем шума от работающего оборудования. При работе в помещениях с повышенной загазованностью и запыленностью необходимо использовать респираторы. Для защиты рук от механического воздействия необходимо использовать перчатки. Специальные защитные очки и маски для защиты глаз от брызг опасных жидкостей ультрафиолета высокоскоростных летящих частиц. Спецодежда и спецобувь должны соответствовать размеру и росту, быть застегнуты и не иметь свисающих частей. Спецодежду и спецобувь необходимо хранить в специально отведенных для этого индивидуальных шкафчиках в раздевалках, регулярно сдавать в стирку при неисправности в ремонт или на замену. Перед началом работ работники обязаны пройти инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте. Регулярно проходить проверку знаний по охране труда и медицинский осмотр. Соблюдать правила личной гигиены. Несчастные случаи на производстве. Каждый работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, а также о каждом несчастном случае на производстве и об ухудшении состояния своего здоровья. Если вы стали свидетелем несчастного случая на производстве, сохраняйте личную осторожность. Отключите машину или станок с помощью аварийной остановки. Освободите пострадавшего от действия травмирующего фактора. Выведите его из опасной зоны, сообщите о происшествии непосредственному руководителю и вызовите скорую помощь. Окажите первую доврачебную помощь. Средства для оказания первой доврачебной помощи находятся в аптечках, которые имеются во всех производственных и административных помещениях, а также в кабинете фельдшера. Руководить оказанием первой доврачебной помощи должен только специально обученный сотрудник. Чтобы избежать необратимых ситуаций на производстве, необходимо соблюдать следующие правила. Вход и выход, въезд и выезд осуществляется только по пропускам. Все работники обязаны пройти инструктаж и специальное обучение по охране труда, стажировку, знать и уметь применять специальные методы и приемы безопасного выполнения работ, строго соблюдать требования и инструкции по охране труда. Каждый сотрудник обязан применять средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены и питьевой режим. Запрещено принимать пищу в производственных помещениях и на рабочих местах, пить техническую воду. На территорию потенциально опасных объектов могут проходить только те сотрудники, которые имеют для этого соответствующий допуск. Запрещено проникать за ограждение в зону при производстве работ на высоте, по грузоразгрузочных работах и в зону движения мобильной техники. Обслуживать электрические сети, сосуды, работающие под давлением, подъемные сооружения, транспортные средства и работать на производственном оборудовании могут только специально обученные работники. Курить на заводе можно только в специально оборудованном безопасном месте. Запрещается прикасаться к токоведущим частям электроустановок, оголенным проводам, наступать на сварочные и оборванные провода. Запрещено оставлять без присмотра рабочее место. Управлять станками и оборудованием с дистанционных пультов управления. При выполнении ручных операций со станками и оборудованием остерегайтесь захвата частей одежды и волос.
При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации покиньте помещение через ближайший выход или запасной выход. При обнаружении несчастного случая на производстве действуйте согласно инструкции и сообщите непосредственному руководителю. Каждый работник должен знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, указанные в трудовом договоре, правила по охране труда, указанные в правилах и инструкциях по охране труда. За нарушение правил предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.